Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это четвертая, заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот собачки Сибуину Лала Фанфан. Вяжем платье. Берем плюшевую пряжу в цвет платья, основной крючок и набираем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем первый ряд. В этом ряду мы вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Провязываем 2 столбика без накида за стеночку петли. Повторяем такую комбинацию до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. В конце ряда будем переходить к дополнительному цвету. Будем вязать полосочки. Довязали до конца ряда. В конце ряда у нас прибавка. Второй столбик без накида прибавки мы не довязываем до конца. На нем мы переходим к дополнительному цвету. В моем случае это розовый. Довязываем этот столбик, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так мы вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 36. В конце ряда мы будем возвращаться к голубому цвету, к основному. Провязали. В конце ряда прибавку не довязываем до конца. Отрезаем здесь основную пряжу и довяжем эту прибавочку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Розовую пряжу можно тоже отрезать, пока она нам не понадобится. Следующий ряд, третий. Этот ряд мы вяжем без изменения. 36 столбиков без накида. Провязали. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас четвертый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд у нас пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 6 столбиков без накида, 2, 3, 6 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд у нас шестой. В этом ряду мы сформируем проймы для ручек. Для начала провяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 7. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По вязанию пропускаем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11 петлю вяжем столбик без накида. И еще провяжем 13 столбиков без накида.
Это второй, третий. Всего тут нужно будет провязать 14, четвертый, 13 и 14 столбик без накида. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По вязанию пропускаем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11 петлю вяжем столбик без накида. И до конца ряда провяжем еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, воздушная петля. Всего до цепочки из воздушных петель здесь должно быть 7 петель, так же как и с этой стороны. Разворачиваем наше вязание. Следующий ряд у нас 7. В этом ряду в начале ряда вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс прибавка. Повторим так еще один раз. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее нужно будет провязать 9 столбиков без накида, захватывая и петли на цепочке. Так, сначала здесь мы вяжем за обе стеночки петель. Первый столбик без накида. Далее 6 столбиков без накида вяжем по цепочке. Провязали 6 столбиков без накида по цепочке. По основному вязанию нам нужно провязать еще 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем такую комбинацию: 1 прибавка плюс 2 столбика без накида. Повторим такую комбинацию еще 3 раза. Далее по цепочке вяжем 6 столбиков без накида. Далее вяжем еще 1 столбик без накида по основному вязанию. Далее 1 прибавка, 2 столбика без накида, 1, 2, 1 прибавка. И до конца ряда вяжем 2 столбика без накида. Второй столбик не довязываем до конца, на нем мы переходим к дополнительному цвету. В этом ряду должно получиться 48 петель. Итак, берем пряжу дополнительного цвета, довязываем столбик без накида, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету 8. Этот ряд мы вяжем без изменения. 48 столбиков без накида. Провязали. В конце ряда последний столбик без накида не довязываем до конца. На нем возвращаемся к основному цвету. Берем плюшевую пряжу основного цвета, довязываем последний столбик без накида в этом ряду, воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем также без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида.
с 9 по 11 ряд включительно. Провязали в конце третьего ряда воздушную петлю не вяжем. Далее будем соединять наше вязание и будем вязать по кругу. Подхватываем первую петлю в этом ряду и соединяем соединительной петлей. Теперь вот здесь мы вяжем воздушную петлю, заводим крючок туда же, куда мы заводили для соединительной петли, и провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем до конца ряда еще 47 столбиков без накида. Последний столбик в этом ряду не довязываем до конца, на нем мы будем переходить к дополнительному цвету. Провязали последний столбик без накида, у нас не довязанный. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, довязываем этот столбик, далее вяжем соединительную петлю, воздушную петлю, разворачиваем вязание. Да, здесь мы разворачиваем вязание. Один ряд мы провяжем по внутренней стороне платья. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы изнаночная сторона розового ряда у нас оказалась на лицевой стороне платья, так как этот рисунок более такой объемный и красивый, а вот лицевая сторона этого ряда, она немножечко так скучновато выглядит. Поэтому вяжем один ряд по внутренней стороне платья. Вяжем 48 столбиков без накида. Последний столбик не довязываем до конца. На нем мы будем возвращаться к основному цвету. А здесь как раз таки вот эту вот голубую пряжу можно не отрезать. Провязали. Здесь все-таки последний столбик без накида довяжем до конца и сделаем соединительную петлю, потому что если перейдем сразу к основному цвету, то будет грубый переход, заметный. Итак, теперь разворачиваем наше вязание. Вот эту вот ниточку оставим сзади, подхватываем пряжу основного цвета, вяжем воздушную петлю, далее туда же, куда мы вязали соединительную петлю, вяжем столбик без накида. И до конца ряда вяжем еще 47 столбиков без накида. Это будет последний ряд, 14 по счету. Провязали. В конце ряда мы делаем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик мы прячем вовнутрь платья. Со всех остальных хвостиков я поснимала плюш, завязала на узелочки, и сейчас в этом месте мы сделаем еще обвязку основным цветом. Обвязку делаем столбиками без накида и сразу же сформируем петельку для пуговки. Итак, присоединяем соединительной петлей рабочую нить. Далее вяжем столбик без накида. Теперь формируем петелечку. Так. Оттягиваем рабочую нить достаточного количества, так чтобы можно было бы пуговичку застегнуть. И вяжем столбик без накида. И продолжаем обвязку. Обвязка полностью сделана, пуговичку пришиваем и вот эту вот петельку
протягиваем на лицевую сторону. Так, платьечко у нас готово, его уже можно надеть на игрушку. Далее вяжем повязку. Берем плюшевую пряжу в цвет повязки, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 4 петли. Следующий ряд, третий. Этот ряд мы провяжем без изменения. 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду в начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И в конце ряда вяжем 1 прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд, пятый, этот ряд мы провяжем без изменения. 6 столбиков без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд, шестой. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И в этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 4 ряда вяжем без изменения с 7 ряда по 10 включительно. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда не забываем провязывать воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И еще хотела обратить ваше внимание на то, если хотите, чтобы край был такой слегка волнистый, то заводите рабочую нить при вязании сверху над вязанием. Если рабочую нить заводить снизу под вязание, то эти края будут более такие ровные. А если хотите все-таки, чтобы был такой вот слегка волнистый край, то заводите так, как я, сверху над вязанием. Следующий ряд у нас 11. В этом ряду в начале ряда вяжем 1 убавку, провязываем за обе стеночки каждой петли. Итак, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда также делаем убавку, подхватываем 2 петли и провязываем их вместе. Воздушная петля, разворот вязания. Следующий ряд 12. В этом ряду вяжем в начале ряда 1 убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем 1 убавку. Воздушная петля, разворот вязания. Следующий ряд 13. В этом ряду вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка.
В этом ряду у нас должно получиться 2 петли. Разворачиваем вязание и вяжем 3 ряда без изменения. В каждом ряду по 2 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали 3 ряда без изменения. В каждом ряду по 2 столбика без накида. С 14 ряда по 16 включительно. Следующий ряд у нас 17. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 18. В этом ряду в начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И вяжем 1 прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Разворачиваем вязание. Далее вяжем ряды без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. И вяжем ту длину, которая нужна для обхвата головы игрушки. Каждый самостоятельно замеряйте по своей игрушке. И не забываем, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, я посчитала, у меня получилось 42 ряда без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Причем у меня такое же одинаковое количество рядов получилось и при первом случае, и при втором. Итак, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В начале ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем 1 убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка. Вторая убавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду должно получиться 2 петли. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 2 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. В этом ряду должно получиться 4 петли. Воздушная петля, разворот вязания. В следующем ряду вяжем 1 прибавку. 2 столбика без накида. В конце ряда вяжем 1 прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Воздушная петля, разворот вязания. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. В начале ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 убавку. В этом ряду должно получиться 6 петель.
Воздушная петля, разворачиваем вязание. Этот ряд мы вяжем без изменения, 6 столбиков без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И в конце ряда вяжем одну убавку. В этом ряду у нас должно получиться 4 петли. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Этот ряд мы вяжем без изменения. 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка. В этом ряду должно получиться 2 петли. Следующий ряд, последний, вяжем одну убавку. Протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь повязки. Так, повязка почти готова. Определяем для себя лицевую сторону и соединяем 2 конца вот в этих самых узких местах, накладывая вот так вот друг на друга и соединяем дополнительным цветом, несколько раз обмотав. Повязку соединили. Теперь, чтобы вот эти вот концы не лежали, а были слегка в вертикальном положении, сделаем так. Берем небольшой кусочек пряжи основного цвета и продеваем вот в этом месте, захватываем петлю на кончике повязки и протягиваем на самой повязке вот эти вот 2 конца через столбик друг от друга на расстоянии. И вот так вот хорошенечко подтягиваем, завязываем на узелочки. И с этой стороны то же самое делаем. Подхватываем. Здесь я уже подхватила не у самого края, а еще один столбик захватила. Вот, и здесь получается тоже протянула 2 кончика пряжи на расстояние друг от друга 1 столбик. Вот. Вот таким образом. И на внутренней стороне тоже завязываем это все на узелочки, лишнее отрезаем. И вот такие хвостики я еще прячу горячим клеем. Капаю капельку, прижимаю. Также и здесь капаю капельку, прижимаю. И потом лишнее убираю ножничками. Все, повязка полностью готова, можно надевать на игрушку. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, вот он итоговый результат нашей с вами собачки Сибу Ину Лала Фан-Фан. Сумочку вяжем точно так же, как вязали в мастер-классе уточка Лала Фан-Фан. Ссылочку на то видео я оставлю в описании под этим видео. Эту сумочку я позаимствовала у первой собачки Сибу Ину, а для этой собачки я за кадром свяжу сумочку вот этим цветом. Просто я хочу уже побыстрее загрузить эту часть на канал, чтобы вы тоже уже все довязали.
И когда надевала повязку на эту игрушку, я поняла, что этой собачке мы забыли вышить брови. Вышиваем брови 3 ряда наверх от глаз, на расстоянии друг от друга 3 столбика, и на каждую бровь захватываем по 2 столбика. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ. Присылайте мне их в Telegram, в Instagram, и я с удовольствием буду ими делиться в своих сторис. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!